I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Привет. Меня зовут Егор Доровских. Я ведущий канала «Психопаты среди нас». В наших историях есть место драме, неоднозначности и даже в какой-то мере состраданию. Но в этом видео все иначе. Сегодня мы поговорим о настоящем монстре. Конечно, есть преступления куда более жестокие и отвратительные. Но даже среди ужасающих историй это занимает свое почетное место. Я расскажу вам о деле Эдварда Гина. Каждый маньяк желает знать, где его добыча. В субботу, 16 ноября 1957 года в Плейнфилде, штат Висконсин, открывался ежегодный сезон охоты на испарялись в воздухе. Даже родные не могли представить, куда они направились и что с ними могло случиться. Хотя их останки никогда не были найдены, в полиции были уверены, что в Плейнфилде орудует маньяк, который действует очень скрытно и не оставляет улик. Однако исчезновение Бернис Уорден стало исключением. Как только полицейские прибыли на вызов, Фрэнк сообщил им имя подозреваемого. Это он что-то с ней сделал. Эдвард Гин в последнее время часто околачивался здесь. Уговаривал мою маму пойти покататься на роликах, потанцевать и сходить в кино.
Вчера он заходил в магазин, пока я был здесь, и спросил у меня, не собираюсь ли я на охоту. Я ответил ему, что поеду сегодня. После этого он узнал цену на антифриз и вышел. С этими словами Фрэнк протянул полицейским последний товарный чек о продаже антифриза, который ранним утром выписала его мать. Дослушав рассказ Фрэнка, шериф сразу же вызвал подкрепление и распорядился найти подозреваемого. К 7 часам вечера улица перед магазином была заполнена патрульными машинами. Мигающие фары автомобилей привлекли внимание жителей города, и люди начали собираться в толпу, чтобы узнать подробности случившегося. Часть офицеров уже была на пути к дому Эдварда Гина. Кто-то меня подставил. 51-летний Эдвард Гин, или Эдди, как называли его местные, был неприметным холостяком и одиноко жил на ферме, которая досталась ему от покойных родителей и давно пришла в упадок. Когда полицейские подъехали к полузаброшенному участку, то обнаружили, что в доме был выключен свет. В течение нескольких минут они стучались в запертые двери и, удостоверившись в том, что Гина здесь нет, отправились прочесывать ближайшие окрестности. Тем временем Эд находился в гостях у своих соседей, Лестера и Айрин Хиллов. За ужином домочадцы начали говорить о переполохе в городе и исчезновении Бернис Уорден. Эда стало потрясывать, но он не подал виду и притворился, что заболевает. Мужчина долго сидел за столом, внимательно слушал новости, а потом пожал плечами и сказал: «Должно быть, это сделал кто-то очень хладнокровный». Хозяйка дома взглянула на него и вспомнила, как несколько лет назад Эд также обедал у них дома, когда стало известно, что исчезла другая женщина, хозяйка таверны Мэри Хоган. «Эд», — обратилась к нему Айрин Хилл, — «почему каждый раз, когда кто-то пропадает, ты оказываешься рядом?» В ответ Эдвард Гин лишь усмехнулся. Отшучиваться было для него привычным делом. К концу ужина старший ребенок Хиллов попросил Эда отвезти его в город. Как и любому подростку, только что узнавшему о крупном происшествии, ему не терпелось увидеть все своими глазами. Эдди согласился, и они вместе вышли из дома. Айрин проводила их, а затем поспешила через занесенный снегом двор в маленький продуктовый магазин своего мужа, чтобы подменить его на работе. Как только она встала за прилавок, входная дверь распахнулась, впустив морозный воздух и двух мужчин с мрачными лицами — офицера Дэна Чейза и помощника шерифа Пока Списа. Они спросили у Айрин, не знает ли она, где находится Эдвард Гин. «Он сидит в своей машине прямо здесь, на моей подъездной дорожке. Если только не уехал. Хочет отвезти моего сына в центр города, чтобы посмотреть, что там происходит», — ответила Айрин. Полицейские выбежали обратно на улицу. Машина Гина все еще стояла на месте и прогревалась. Чейз постучал по окну. «Эдди, я хотел бы поговорить с тобой». Повинуясь, Эдди вышел из салона и последовал за двумя офицерами к их патрульной машине, где вместе со Списом сел на заднее сиденье. Расположившись впереди, Чейз повернулся, чтобы посмотреть на щетинистого человека, который слабо улыбался. Его водянистые голубые глаза выглядывали из-под козырька клетчатой кепки, съехавшей на бок головы. Чейз попросил Гина описать, как прошел его день. Эдди принялся рассказывать. Когда он закончил, офицер попросил его повторить свой рассказ, но подозреваемый сбился с последовательности событий. «Итак, Эдди», — сказал Чейз, — «ты не рассказал нам ту же историю, что и в первый раз». Эдди моргнул и растерянно пробормотал: «Кто-то меня подставил». «В каком смысле?» — переспросил Чейз. «Ну, из-за миссис Уорден».
Чейз наклонился поближе к подозреваемому. «А что с миссис Уорден?» «Она мертва». «Мертва? Откуда ты знаешь, что она мертва?» «Ну, я слышал, как люди говорили об этом», — сказал Эдди, пытаясь быть равнодушным. После этих слов Чейз завел автомобиль и сообщил Эдварду Гину, что он подозревается в ограблении магазина и похищении человека. Затем он выехал со двора в сторону полицейского участка. Айрин Хилл и ее сын наблюдали за этой сценой в абсолютном недоумении. Никто из них даже не мог представить, какие скелеты, в буквальном смысле, хранил тихоня сосед в своем шкафу. Что нашли в доме Эдварда Гина? Пока подозреваемого везли на допрос, в департамент полиции поступил приказ немедленно обыскать дом Эдварда Гина. Пропавшая женщина все еще не была найдена, и счет мог идти на минуты. Когда шериф и его напарник оказались на ферме, наступила глубокая ночь. Поросший сорняками участок Гина казался особенно мрачным, и трудно было поверить, что кто-либо вообще мог обосноваться в таком месте. Офицеры обошли всю территорию, поочередно пробуя открыть каждую дверь. Все они были наглухо заперты, кроме одной, ведущей в летнюю кухню. Хлипкий засов легко поддался их ударам, и мужчины прошли внутрь. В помещении стоял отвратительный запах. Включив фонарики, полицейские осторожно двинулись вперед. Неожиданно шериф почувствовал, как что-то коснулось его куртки. Он поднял голову вверх и, как ему показалось, увидел выпотрошенную оленью тушу. Через мгновение он осознал, что перед ним было не животное, а изуродованные останки Бернис Уорден. Mrs. Warden, how was she tied up there by the feet with rope? Well, there was rope. I remember that. Bernice Warden, this grandmother, her naked body is strung up from the rafters. She's been split open entirely, completely eviscerated. Her head has been cut off and is nowhere to be Ее seen. обезглавленное и рассеченное вдоль тело было подвешено вверх ногами. Заостренная перекладина крыши впивалась в лодыжки жертвы и не позволяла трупу упасть вниз. Оправившись от шока, полицейские доложили по рации о найденном теле. Но это было только первое и не самое впечатляющее открытие в эту ночь. Вместе с криминалистами, которые прибыли на помощь, офицеры смогли пройти внутрь основного здания. Лишь одна обстановка в доме говорила о том, что Эдвард Гин был психически болен. Здесь нельзя было ступить и шагу, чтобы не споткнуться о куче гниющих коробок, ржавые инструменты, заплесневелые банки и прочий хлам. Как выяснилось позже, Эд спал, готовил и жил долгие годы посреди этого мусора и не позволял себе пользоваться другими комнатами, которые были им же заколочены. Несмотря на беспорядок, криминалисты сразу же обратили внимание на странный декор в его обиталище. Два настоящих человеческих черепа украшали изголовье кровати. Несколько других черепов были распилены и использовались в качестве посуды. Повсюду находились кости. Постепенно стала складываться целая коллекция ужасов. Эд Гин сшил из человеческой кожи пояс, жилет, штаны, обтянул ею 4 стула, абажур и корзину для мусора. В старых коробках хранились засушенные, практически мумифицированные женские носы, губы, гениталии и ногти. На стенах были развешаны, подобно охотничьим трофеям, скальпы, содранные из женских черепов вместе с волосами. Отрезанная голова Бернис Уорден и ее внутренние органы ждали своего часа в разных углах дома.
Людям, осматривавшим эту мастерскую дьявола, становилось дурно. У них кружилась голова в попытках подсчитать, какое количество людей убил Эдвард Гин. Все это время снаружи толпились десятки репортеров. Около 5 утра осмотр территории был завершен. Шериф, выйдя из дома, дал свой единственный комментарий. Ситуация крайне ужасная. What did you intend to do with her body, Mr. Warden? Years ago, when I was going to go deer hunting, I was experimenting, you know. I was supposed to go deer hunting. I put that up and was going to go deer hunting. That's what you was hanging from. You know, whether I'd seen her and she was a deer like, or I'd probably in. Я делал это, потому что они напоминали мне мою мать. Пока до жителей города доходили слухи о поимке зверского маньяка, следователи допрашивали Эдварда Гина и пытались установить общее количество жертв, погибших от его рук. Спустя сутки молчания и отрицания своей вины, преступник сдался. Он начал хаотично рассказывать, как застрелил Бернис Уорден в магазине из своей охотничьей винтовки, и как ему удалось незаметно перевести ее тело в свой дом. Хотя в его беглом рассказе недоставало многих деталей, следователь не смог добиться больших подробностей. Гин утверждал, что находился в состоянии оцепенения и не помнил, что делал дальше. Позже судмедэксперты подтвердили, что Бернис Уорден погибла от пулевого ранения, и все увечья на ее теле были нанесены посмертно. На вопрос криминалистов о том, кому принадлежали другие останки, Эд ответил, что в течение нескольких лет выкапывал свежие женские трупы из могил на местных кладбищах. Он категорично настаивал на том, что не был причастен к их смертям. После долгих переговоров с родственниками полицейские добились разрешения на проверку захоронений, на которые указывал Гин. Они действительно оказались пусты. Однако через время преступник сознался в еще одном убийстве, которое произошло 3 годами ранее. Как оказалось, он действительно был причастен к исчезновению 51-летней хозяйки таверны Мэри Хоган, о которой так не кстати вспомнила его соседка Айрин Хилл в день задержания. Эд вновь отказался вспоминать детали убийства, но предположил, что застрелил хозяйку таверны как Бернис Уорден на рабочем месте. Ее скелетные и кожные останки были опознаны среди других, найденных в доме Гина. Причина, по которой маньяк-некрофил совершил все эти действия, была шокирующей. Эд раскаялся. Я делал это, потому что они напоминали мне мою мать. Религиозная женщина, вырастившая убийцу. Как и во многих подобных случаях, преступное поведение Гина объяснялось особенностями его детства и воспитания. Эдвард Теодор Гин родился 27 августа 1906 года в семье Августа и Джорджа Гинов в Ла-Кроссе, штат Висконсин, и был их вторым ребенком. Старшему брату Генри Гину на тот момент было 5 лет. Их мать Августа была фанатичной лютеранкой и не обрадовалась рождению еще одного сына, поскольку считала, что мужчины несут с собой в мир похоть и разврат. Тем не менее, женщина была полна решимости воспитать мальчиков в соответствии со своим строгим моральным кодексом. Мир Августы был населен грешниками, и она ежедневно читала сыновьям Библию, внушая им, что если они будут заниматься сексом до свадьбы, то попадут в ад. Будучи властной и деспотичной женщиной, она считала свои взгляды на мир абсолютно истинными и потому пыталась навязать их всем окружающим. Джордж, отец Эда и Генри, был алкоголиком, слабым, бесхарактерным человеком.
Он не имел права голоса в собственном доме. Августа презирала мужа и видела в нем никчемное существо, не способное удержаться на работе, не говоря уже о заботе о детях. Она взяла на себя обязанность не только воспитывать сыновей, но и обеспечивать семью материально. После рождения Эда она открыла бакалейную лавку в Ла-Кроссе и стала откладывать все заработанные деньги на переезд подальше от города, где, по ее мнению, царила распущенность. Хотя Генри погиб при загадочных обстоятельствах, и некоторые полицейские подозревали Эда в причастности к его смерти, шериф не поверил в то, что Эдвард Гин мог кого-то убить. Точная причина смерти Генри неизвестна до сих пор, поскольку городские власти не стали расследовать это дело и проводить официальное вскрытие тела, заявив, что мужчина скончался от удушья дымом. После смерти отца и брата Эд и его мать остались жить наедине. Женщина перенесла инсульт и была парализована. Эд посвящал все свое время уходу за матерью, которая то продолжала истерично называть его слабаком, то позволяла взрослому сыну спать рядом с собой в одной постели. Вскоре Августа поправилась и вновь занялась домашними делами. Но всего лишь через год, в возрасте 67 лет, она скончалась. По словам Эда, это произошло после того, как Августа пришла в ярость и перенесла повторный инсульт, узнав, что их сосед сожительствует с женщиной вне брака. Когда Эд похоронил мать, его психика сильно пошатнулась. Он потерял своего единственного друга, единственную настоящую любовь и был абсолютно одинок. Чтобы навсегда сохранить память о ней, Эд заколотил досками большую часть комнат в доме, превратив их в настоящие святыни. Постепенно хозяйство разорилось. Осиротевшему Эду едва хватало денег на жизнь, но он даже не пытался найти постоянную работу и создать собственную семью. Вместо этого он хотел только одного
вернуть свою горячо любимую мать к жизни. Не желая признавать новую реальность, Эд нашел свое убежище в мире чтения. Специфический характер литературы, обнаруженный в его доме, позволяет предположить, что именно из-за этого увлечения Эдвард Гин стал терять рассудок. В его библиотеке хранились книги по анатомии, журнальные рассказы об индейских охотниках за головами, статьи о технологиях мумифицирования, а также бесчисленные вырезки некрологов из местных газет. Вероятно, особое влияние на воспаленный мозг Эда оказали истории о зверствах нацистов в фашистской Германии, в частности, биография Ильзы Кох. Работая в концлагере, эта женщина срезала татуированные участки кожи с заключенных и делала из них предметы декора, за что получила прозвище «Бухенвальдская ведьма». Вскоре увлечение подобной литературой подтолкнуло Эда Гина к действию. В течение нескольких лет мужчина совершал ночные набеги на кладбища, выкапывал из могил женские трупы и привозил их в свой дом. Гина охватывало желание вернуть в свою жизнь образ матери, из-за чего он сознательно выбирал захоронение тех женщин, которые напоминали ему Августу. В основном это были женщины средних лет, которых он знал при жизни как сильных, волевых личностей. Но безумства Эдварда Гина выходили далеко за рамки того, чтобы просто хранить человеческие останки в пределах фермы. Будучи незрелой в сексуальном плане личностью, Гин, как и подавляющее большинство некрофилов, испытывал влечение к мертвым телам, которые оказывались в его распоряжении. Однако, по его словам, он никогда не вступал с ними в половой контакт из-за отвратительного запаха. Впоследствии это неразрешимое сексуальное желание вылилось в крайне извращенные фетиши. Гин стал срезать с трупов гениталии и прикладывать их к собственному паху, а также шить и надевать на себя одежду из женской кожи. Лишь соседские дети, изредка навещавшие Эдварда Гина, знали о его ужасных творениях. В присутствии маньяка-некрофила они лично осматривали его коллекцию скальпов, которыми тот украшал стены. Гин никогда не смущался и ловко убеждал своих юных гостей, что это всего лишь трофеи, якобы доставшиеся ему от кузена, служившего на войне с Филиппинами. Некоторые ребята уже тогда сомневались в правдивости рассказов Эдварда Гина и пытались сообщить своим родителям, что увидели нечто очень страшное. Но взрослые не воспринимали их всерьез. Никто даже не пытался остановить Гина, и вскоре он начал убивать живых людей. Другие возможные жертвы. What time of the year was this when you did this? Anytime. Anytime. Well, which was the first grade that you went into? Yeah. Adams. Did you know her when she was alive? Not really. No. Хотя личности всех жертв Эда Гина вскоре были установлены, полиция долгое время продолжала допрашивать его о других возможных преступлениях, совершенных в штате Висконсин. Помимо вероятной причастности к смерти родного брата, Эдвард Гин по сей день является подозреваемым в убийствах 2 школьниц и 2 охотников. 1 мая 1947 года по дороге из школы домой пропала 8-летняя Джорджия Веклер. В последний раз девочку видели, когда она находилась перед домом и вынимала пачку писем из почтового ящика рядом с дорогой. Свидетели сообщили, что в этот момент поблизости стояла темная машина, предположительно Ford Седан. Следы шин указывали на то, что водитель резко развернулся и уезжал с этого места в спешке. Эдвард Гин водил бордовый Ford 1949 года выпуска, но категорически отрицал свою вину в этом преступлении. Через 6 лет после исчезновения Джорджии
В Ла-Кроссе, откуда был родом Эдвард Гин, пропала другая школьница. 15-летняя Эвелин Грейс Хартли была похищена, когда присматривала за ребенком в доме своих соседей. Все, что осталось после нее, это разбросанные в разных комнатах туфли, разбитые очки и кровавый отпечаток руки на стене. Через несколько дней после ее исчезновения полицейские также обнаружили окровавленные фрагменты ее платья рядом с шоссе. Как и в случае с Джорджией Веклер, Гин не признал себя виновным в похищении и убийстве подростка. Другими возможными жертвами, в убийстве которых подозревался Гин, были двое взрослых мужчин. Виктор Трэвис и Раймонд Берджес числились в списках пропавших без вести с 1 ноября 1952 года. В этот день они приехали в Плейнфилд и охотились неподалеку от фермы Гина, несмотря на его возражения. После чего отправились в бар, где их видели в последний раз. Версия конфликта между охотниками и Гином не подтвердилась, а останки, найденные на ферме, принадлежали исключительно женщинам. В конечном счете вина Эдварда Гина в других убийствах так и не была доказана из-за отсутствия прямых улик. Результаты полиграфической экспертизы подтверждали, что Эд не имел отношения к этим исчезновениям, но позже были поставлены под сомнение. Дальнейшая судьба Эдварда Гина и его фермы смерти. Who helped you when you got him out of the grave? Nobody. Officers told me that they found some more heads up there. What did you intend to do with their body? What would you do with the head? That,
Гину был поставлен диагноз шизофрения. Мистер Гин страдает шизофренией в течение неопределенного количества лет. Хотя он способен отличить разницу между правильными и неправильными действиями, на его способность сделать этот вывод влияет психическое заболевание. В этом состоянии он не имел возможности оценить последствия своих поступков, являющихся результатом нарушенного и ненормального мышления. Этот человек, по мнению комиссии, юридически невменяем и в настоящее время не может предстать перед судом, заключил главный врач клиники. Власти города приняли решение отправить Эдварда Гина на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу, а все его имущество было выставлено на аукцион. Когда в СМИ просочилась информация о поимке маньяка-психопата, жители Плейнфилда только и делали, что обсуждали подробности случившегося. Людей отталкивали и в то же время интересовали зверства Гина. Пока одни старались обходить печально известную ферму стороной, другие шутили с репортерами. Почему Эд Гин всегда держал свой дом в тепле, чтобы мебель не покрывалась мурашками? Впоследствии этот черный юмор был прозван гиновским и разлетелся по всему континенту. Однако, как только стало известно, что Гина не будут судить за все его преступления, а за осмотр его фермы будут взимать плату, как в музее, граждане озлобились на правительство. Торги по продаже дома так и не были завершены. 20 марта 1958 года ферма Эдварда Гина сгорела дотла. Пожарная служба высказала версию, что причиной возгорания стал поджог, так как в доме не было проблем с электропроводкой и газом. Полиция провела тщательное расследование, но ни один виновник так и не был найден. Эд, узнав об этой новости, скромно ответил: «Ну и хорошо». Единственная уцелевшая вещь – Форд 1949 года выпуска, который использовался для перевозки трупов, вызвал бурный ажиотаж у покупателей и был продан за $760. В настоящее время это около $8000. Новый владелец планировал хорошо нажиться на любопытных зеваках и в течение долгого времени выставлял машину на окружных ярмарках. Тысячи людей платили по 25 центов за возможность взглянуть на автомобиль упыря Эда Гина. Через 10 лет, в январе 1968 года, врачи психиатрической клиники подтвердили, что Эд готов предстать перед судом. Он был признан виновным в своих преступлениях, но оправдан по причине невменяемости. Родственники Бернис Уорден, Мэри Хоган и семьи тех жертв, чьи захоронения были осквернены, считали, что преступник несправедливо избежал наказания, но не смогли добиться от властей ничего большего, кроме сочувственных слов. Остаток своей жизни Эд счастливо провел в Центральной государственной больнице для душевнобольных. О нем отзывались как о самом послушном пациенте. Он никогда не вступал в конфликты, любил выполнять различные поручения в рамках трудовой терапии, увлекался радиотехникой и охотно общался с врачами на любые темы. 26 июля 1984 года 77-летний Эдвард Гин умер в стенах больницы после продолжительной борьбы с раком. Он был похоронен на кладбище Плейнфилда, рядом со своей матерью, неподалеку от разоренных им же могил. В течение долгого времени его надгробие подвергалось атакам вандалов, желавших заполучить частицу могильного камня в качестве сувенира.
В 2001 году надгробие было восстановлено и передано на хранение в отдел шерифа округа Уошера. Само захоронение Гина осталось на прежнем месте, но без официальных опознавательных знаков. Хотя Эд Гин не был самым кровожадным убийцей в истории США, его преступления навсегда остались в культурной памяти западного общества. Еще в 1959 году писатель Роберт Блох увековечил имя Эда Гина в своем первом романе из трилогии «Психо», создав по его подобию персонажа Нормана Бейтса, молодого человека, страдающего от потери своей любимой, но деспотичной матери. Годом позже Альфред Хичкок снял одноименную экранизацию и благодаря «Психо» вошел в историю кинематографа как прародитель жанра психологического хоррора. В настоящее время «Психо» считается одним из лучших фильмов в карьере знаменитого режиссера и занимает первое место в топе 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусств. Уже после смерти Хичкока фильм получил ряд продолжений: 3 сиквела, телефильм, спин-офф, ремейк и сериал-приквел. Оригинальный персонаж Эдварда Гина также появлялся в биографическом фильме 2012 года «Хичкок». Другая сторона жизни маньяка-некрофила, а именно его одержимость человеческой кожей, раскрывается в популярной франшизе «Техасская резня бензопилой» и в художественном фильме «Молчание ягнят». Образы главных героев этих двух кинолент, психопатов кожаного лица и Буффало Билла, являются собирательными и включают в себя черты характеров других серийных убийц. В 21 веке о жизни и преступлениях Эдварда Гина были сняты 2 биографических триллера: «Эд Гин. Монстр из Висконсина», «Эд Гин. Мясник из Плейнфилда» и документальный сериал «Психо. Потерянные записи Эда Гина». Некоторые упоминания о Гине и элементы его биографии можно встретить в сериалах «Американская история ужасов», «Монстр», «История Джеффри Даммера», «Мыслить как преступник» и «Костя». История маньяка-некрофила оказала большое влияние и на музыкальную сферу. Так, один из основателей группы Мэрилин Мэнсон, Брэдли Марк Стюарт, Гиджет Гин, использовал фамилию Гин как псевдоним в своем творчестве, а ряд музыкальных рок-групп посвятили Эду строки в своих песнях, в которых намекали, что Эд не был так прост, как кажется на первый взгляд. Дорогие подписчики и гости канала, а что вы думаете об этой истории? Как вам кажется, был ли Эд Гин действительно болен шизофренией? Или он смог ловко уклониться от правосудия, благодаря своей хитрой фантазии? И был ли он замешан в других убийствах, в которых его подозревали, в том числе в убийстве родного брата, 2 школьниц и охотников? Свое мнение пишите в комментариях под этим роликом. There's very little that Gein is not capable of. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I really didn't think. I knew better, like, restless,